Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие смартфоны с мощным аккумулятором, хорошей батареей, которые можно купить в 2024 году. Готовый топ для тех, кто выбирает смартфон с как можно лучшей батареей. Причины такого выбора у каждого разные. Кто-то ищет походный вариант, такой, чтобы без подзарядки прожить как можно дольше. Кому-то хочется игровой смартфон, который можно было бы заряжать 1-2 раза в день. А кому-то просто надоело носить с собой пауэрбанк и переживать, хватит ли заряда до конца рабочего или учебного дня. Примерно по такие запросы я отобрал 5 моделей. Сейчас расскажу, какая батарейка в каком смартфоне, как долго держит, сколько времени заряжается. Попутно обсудим и остальные параметры: тип экрана, процессора и размеры с весом. И по итогу каждый для себя выделит какую-то модель. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На пятом месте Huawei Nova Y91. Это супербюджетная модель с ценником чуть больше 10 тысяч рублей. Конечно, не самая актуальна, но если есть цель добиться максимум рабочего времени при минимальных затратах, за эти деньги найти что-то лучше сложно, а может и невозможно, я не пробовал. В таком бюджетном сегменте Huawei решили козырнуть батарейкой на 7000 мАч. Прилично так отличается от базовых 5000, которыми напичкано 90% всего рынка. При этом, конечно, все отражается на внешнем виде. Он и весит 214 грамм, что процентов на 15-20 больше среднего по больнице. И по толщине 9 мм, когда в основном смартфоны идут около 7-8. Но в целом, что обычно смартом с батареей на 5000 мАч, что вот этим Huawei на 7000 мАч, одной рукой пользоваться удобно. Так что много не потеряли. В этом плане положение ухудшает еще и экран почти на 7 дюймов. Тоже нестандартное решение. Но в какой-то степени это плюс. По крайней мере для тех, кто любит смотреть фильмы или играть в некоторые жанры. Базово экран построен на простенькой IPS-матрице с плавной частотой обновления 90 Гц. Если вам сравнить не с чем, то и придраться тоже ни к чему не сможете. Яркости хватает, цвета насыщенные, картинка сочная. Для всех базовых задач хватает. Хотя рядом лежащий AMOLED, конечно, покажет на голову лучше контрастность и плавность, но он и денег других стоит. Железо тут, я бы сказал, ниже среднего. Староватый проц. Snapdragon 680. Конфиг памяти на 8-128 гигабайт. В целом, для соцсетей и листания ленты этого хватает. Камерам только мало производительности, алгоритмы слабенько справляются с обработкой, но на каждый день и такие пойдут. На четвертое место я поставил Blackview BL8000. Как видите, это уже что-то совсем не похожее на обычный смартфон. Защищенный дизайн, крупные размеры, тяжелый вес, 2 экрана. В общем, для рыбаков, строителей и любителей экстремального спорта. Скажу сразу, почему откинул путешественников, которые уходят вдаль от цивилизации. Все дело в батарейке на 8800 мАч. Конечно, она не маленькая, но в эконом-режиме звонилки его хватает дня на 3-4. При пользовании камерой, мобильным интернетом, соцсетями 1,5-2 дня вытягивает. Заряжается, как по мне, долго. 2 часа за счет блока питания на 33 Вт. В общем, для любителей воссоединиться с флорой у меня есть вариант получше. А вот что вообще не радует. Вес в 385 грамм и толщина в 17 мм. Вот такая гантелька, которую даже в карман не кинешь, только в сумку или рюкзак. В одной руке так вообще не удержать. На это повлияла не только батарея, но и защита по максимальному стандарту IP69K. То есть этот смарт выдержит все издевательства. И высокие температуры, и падения на твердую поверхность, и вибрации, пыль, грязь, воду. Так что можно вообще не церемониться. Из интересного. Второй экран на задней крышке. На него выводятся уведомления, кадр во время работы селфи-камеры, плеер и просто время. Внутренности после такой внешности уже не так интересны, хотя тут стоит хороший прос среднего уровня. Dimensity 7050 с топовой памятью на 12512 гигабайт. Работает все четко, быстро, плавно. Экран особо не выделился. IPS 120 Гц, Full HD+ разрешение. Приятный, плавный, насыщенный. Только на солнце, конечно, картинка теряет в яркости. По камерам тоже ничего интересного. Все годно снимают при хорошем свете, не проигрывая конкурентам. Тройку лидеров открывает Doogee VMAX. Полкило смартфона надо? В
целом, это все, что нужно понимать о Дуге VMAX. Но сколько еще может весить монстр с батарейкой на 22 тысячи мАч? Такой телефон просто обязан быть в этом рейтинге для самых отчаянных, кому все вот эти 7, 8, 10 мАч кажутся детским лепетом. Мало ли у кого какие потребности закроет этот Дуги. По крайней мере, он отлично подходит как ударно-метательное оружие. Интересно, сколько такое протянет? Если говорить о самом обычном ежедневном использовании, когда человек лазит по соцсетям, переписывается, смотрит видео, листает ленту и втыкает в шорты, то около 4 дней смарт отработает без подзарядки. То есть, если очень сильно захотеть сэкономить на всем, на чем можно, 22-тысячного аккума хватит почти на неделю без единой подзарядки. Хотя заряжаться ему действительно долго, около 6 часов от комплектного блока на 33 Вт. Так что такой в перерыве на чашку кофе не подзарядить. Но он все равно остается актуальным королем автономности флагманского уровня. С этим ничего не поделаешь. Тяжелый, огромный, почти 3 см в толщину, но очень живучий. Тем более с таким процессором. Dimensity 1080. Его еще попробуй прокорми. Но со своими задачами справляется четко. Быстро грузит все приложения, не лагает при быстрой прокрутке ленты, даже игры хорошо тянет на средних настройках. А еще и камеры ведь нужно мощнее выделить. Жирный основной модуль на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией, неплохой ширик на 16 мегапикселей, фронталка на 32 мегапикселя и даже инфракрасный сенсор ночного видения есть. Плюс снимает он хорошо даже в полной темноте. На второе место я поставил еще один не самый понятный большинству смартфон – Nubia Z60 Ultra. Дорогой, навороченный, нестандартный. Даже не знаю, с чего и начать. Но пусть это будет внешний вид. Дизайн у смартфона строгий, выбивающийся из масс. Раздвоенные модули камер на задней крышке, квадратные грани, отдельный слайдер для назначения всяких функций типа включения фонарика, перехода в камеру или переключения игрового режима. Но, пожалуй, больше всего мне тут понравилось отсутствие фронтальной камеры, а точнее ее расположение под экраном. Конечно, от этого она теряет в качестве съемки, да и разрешение у нее всего 12 мегапикселей. Но это не отменяет того факта, что остальные камеры – отдельная бомба. Про них можно долго говорить. Какая там у всех тройная оптическая стабилизация, съемка в 4К 120 FPS, куча режимов, пресетов, тонких настроек, отменная работа алгоритмов и так далее. Но тут проще сказать, что камеры у этого Nubia соответствуют своему флагманскому классу без единого сомнения. И хватит не то, что обычному человеку для съемки в специфических условиях, но и тому, кто работает с фотографией. Поэтому в камерах вообще нет сомнений. Как и в производительности, тут стоит топовый Snapdragon 8 Gen 3, который тянет все игры на максималках, а с конфигом на 16-512 ГБ так вообще без вопросов к эффективности. Но что там с главным параметром – автономностью? После прошлого Дуги даже говорить как-то смешно, так как батарейка тут на 6000 мАч. Но поставить в рейтинг Nubia я решил только потому, что все остальные конкуренты с похожими параметрами работают на пару часов меньше. А Z60 Ultra еще и заряжается мимолетно, так как комплектный блочок идет на 80 Вт. Поэтому в совокупе у него действительно хорошая автономность. Ну а первое место я отдал Tecno Pova 6 Pro. Как по мне, это самый сбалансированный смартфон среднего класса, в котором хороша и автономность, и начинка, и размеры с весом, и цена. Один из основных акцентов сделан на автономности. Для этого поставили батарею на 6000 мАч, которой смарт держит 1,5-2 дня без подзарядки. Как он чувствует себя в играх? Ну, часов 6-7 вытягивает. Смотрите сериалы? Скорее вы устанете, чем сядет батарея. В комплекте зарядка на 70 Вт. От 0 до 100% за 50 минут. Это мощно. За 20 минут зарядки можно восстановить половину батареи. Тоже хорошая возможность для тех, кто не следит за уровнем заряда. В общем, в плане автономности тут все хорошо. Еще этот Tecno цепляет возможностью. По размерам это самый обычный тонкий смарт весом 195 грамм, только с интересным дизайном задней крышки. Выглядит эффектно, ярко, молодежно, причем даже под чехлом. В комплекте идет чехол с прозрачным окошком, чтобы не прятать вот эту прикольную мини-LED подсветку. Ее, кстати, можно настроить, сделав индикацию для звонков, уведомлений, игр, зарядки и всего такого. Без внимания точно не останетесь. Экран тут отличный. AMOLED с Full HD+, и 120 Гц. Глаза не устают, шим не заметен, комфортно и на солнце, и перед сном.
Процессор Dimensity 6080. Свежий, мощный, хорошо тянет игры на средних настройках графики. Камеры средненькие, не как у прошлого Nubia. 108 мегапикселей основной объектив и 32 мегапикселя фронтальный. Снимает в 2К на 30 кадров. Стабилизации нет, так что на ходу снимать шедевры не выйдет. Но для повседневных фото и видео вполне сойдет. Хотя запечатлеть какие-то особенные моменты, встречи с друзьями, пейзажи природы или своего любимого котика тоже хватит. Вот и получается, что за свои деньги этот Tecno дает хорошую автономность выше средней, отличный экран, мощный процессор и стильный внешний вид. За это я и отдал ему первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.